Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали. У нас есть узорчики с такими ниточками, именно с такой палитрой, но и с новым узорчиком. Сразу акцентирую ваше внимание. Вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные, поэтому подходят под любую пряжу. Самое главное правильно подобрать крючок. Ну, а я в свою очередь расскажу о ниточках, с которыми сегодня работаю. Особенно информация интересна будет новичкам, кто еще с такими ниточками не работал. Смотрите, называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Дальше, пока не забыла, сразу же назовем цвет. Так, если что, цвет спрашивайте в комментариях. Расскажу. Цвет 312. По составу акрил 80%, шерсть 20%. И нам советует производитель, берите крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. Под мою плотность вязания, под мои узорчики, крючок номер 3 идеально подходит. Поэтому сегодня тоже беру 3. А вы точно так же читайте аннотацию к своей пряже, подбирайте крючок под пряжу, под свою плотность вязания. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Я давайте наберу 30 воздушных петелек. И получается наберу еще одну дополнительную, чтобы узорчик красиво ровненько закончился. Итого 31 воздушная петелька. Ну, а вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот, мой будущий образец. Далее смотрите. Как и во многих узорчиках, да, особенно новичкам, настоятельно рекомендую провязать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Потому что нам необходимо будет пропускать большое количество воздушных петелек. И чтобы новичкам особенно не запутаться, мы провяжем столбики, а в столбиках мы уже точно не запутаемся. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули. Вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки, столбик с накидом. И так далее мы шагаем по всей нашей цепочке, ныряем в каждую петельку цепочки и провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Получается, я набрала 31 воздушную петельку, значит, у меня будет 31 столбик с накидом. Первые 3 петельки, которые мы провязали, петельки подъема, это тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Еще 2 воздушные петельки получается у нас по узорчику. 1, 2. Итого 5 воздушных петелек. Накид. Смотрите. Возвращаемся обратно сюда же, к этому же столбику. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули и не провязываем. Держим на крючке. Накид. Второй раз точно так же. В этот же столбик нырнули, вытянули ниточку и держим на крючке. И накид 3-й раз точно так же. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке. Дальше смотрите. Накид. Держим. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й. Нырнули, получается. Вытянули ниточку и точно так же подтянули и держим на крючке. 1. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Вот на сколько петелек на крючке, видите? Теперь мы провязываем их все вместе до 2 петелек. 1,
и 2 петельки на крючке остались. И теперь 2 петельки провязываем вместе. Оп, все. Вот. Вот такая вот интересная красота у нас получается. Идем дальше. Провязываем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид. Возвращаемся к этому же столбику, куда мы только что провязывали наш пышный столбик. Так, сюда же нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке, не провязываем. Раз, сюда же, два, сюда же, 3. Накид. Пропускаем опять 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 5. Нырнули, вытянули ниточку точно так же, подтянули, держим на крючке. Раз, накид. 2, накид, 3. Все вместе провязали до 2 петелек. Раз, 2 петельки. И 2 петельки потом вместе. Оп, зафиксировали. У нас получается вот такие вот, ну, назовем галочки наоборот, да? Вот так вот получается. Раз, арочка перевернутая, 2, арочка перевернутая. Опять 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Накид. И опять возвращаемся в этот столбик, да, делаем, набираем для пышного столбика петельки. 4 столбика пропускаем и в 5 опять точно так же набираем для пышного столбика петельки, затем провязываем их вместе. Все. И вот так вот шагайте до конца ряда. Не сложно? Я думаю, не сложно. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца нашего ряда. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. То есть получается, вот мы провязали наши пышные столбики, а теперь делаем маленькую арочку из 2 воздушных петелек. Раз, два, накид и ныряем сюда же, где мы только что провязывали пышный столбик, в этот же столбик. И провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика мы провязываем столбик без накида. Далее идет маленькая арочка из 2 воздушных петелек. Мы провязываем 2 столбика без накида. Раз, два. Далее делаем 2 воздушные петельки и перепрыгиваем в следующую арочку из 4 воздушных петелек. Ныряем в эту арочку и провязываем 5 столбиков без накида. Раз столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик и 5 столбик. Угу. То есть вот нашу арочку провязали. Опять перепрыгиваем в следующую арочку, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И перепрыгнули. И опять провязываем точно так же 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4 и 5. И точно так же опять прыгаем в следующую арочку, делаем 2 воздушные петельки и так вот до конца ряда. Не сложно? Не сложно. То есть весь ряд у вас представлен столбиками без накида. Единственное, что между арочками будет у вас по 2 воздушные петельки. Все. Красота, красота и не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд столбиками без накида практически до конца, как мы заканчиваем ряд. Вот наши 2 столбика в последней маленькой арочке из 2 воздушных петелек. И помните, мы сделали 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку подъема нырнули и провязали столбик без накида. И так наш ряд заканчивается. Далее делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. А теперь будьте внимательны. Делаем накид. Ныряем вот в эту арочку из 2 воздушных петелек, которую мы сделали в предыдущем ряду. Нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. Раз. Накид. Сюда же нырнули. Вытянули ниточку 2, накид сюда же нырнули, вытянули ниточку 3. Теперь все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. Вот так вот зафиксировали наш пышный столбик. Теперь 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Накид. Опять ныряем в эту же арочку и провязываем точно так же пышный столбик. Раз, накид 2, накид 3. Дальше накид, перепрыгиваем нашу арочку в следующую маленькую, да, вот такую вот арочку, нырнули и опять набираем петельки. Раз, накид 2 и накид 3. И вот эти вот все петельки, которые у нас получились, мы провязываем вместе до 2 петелек, а затем 2 петельки вместе. То есть, если посмотрите, то мы повторяем, получается, самый первый ряд. Единственное, что наши вот эти вот перевернутые рогаточки, они просто сместились, видите? То есть мы начали с одного пышного столбика, а здесь мы начали с 2 пышных столбиков. Все. Единственное различие.
Дальше опять провязывайте 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И точно так же получается. Набираете петельки в эту арочку и в следующую арочку и провязываете их вместе. Поняли? То есть все то же самое, как в самом первом ряду, просто ну немножко сместили. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Посмотрим, что получается. Так, смотрите, провязали практически до конца. Видите, точно такие же пышные получаются столбики, такие же рогаточки перевернутые, как мы заканчиваем ряд. Смотрите, вот 4 воздушные петельки я сделала. Далее накид. Ныряю вот в эту маленькую арочку, вытянула ниточку. Раз, накид, два, накид, 3. А теперь смотрите внимательно. Делаю накид, и вот в последний столбик без накида предыдущего ряда вот так вот ныряю, вытягиваю ниточку, провязываю 2 петельки, а следующую петельку провязываю вместе с остальными петельками. Так вот раз и 2 петельки вместе. Все. Вот так вот мой ряд закончен. Понятно? Вот он так начинался здесь. Вот он закончен. Все ровненько, аккуратненько. Далее, смотрите, мы делаем воздушную петельку, поворот, ныряем в верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. А теперь вот в эту арочку, точно так же, как и провязывали арочки, мы провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. 2 воздушные петельки. Раз, два. И перепрыгиваем опять в следующую арочку. Там 4 воздушные петельки. И провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Поняли, да? То есть все то же самое, как мы провязывали вот здесь вот арочки наши по 5 столбиков без накида. Опять 2 воздушные петельки и так далее. Провязываете арочки до конца ряда. Понятно? Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот очередной ряд наш готов. Красота. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали в арочку 5 столбиков без накида, а здесь, помните, да, у нас были 3 петельки подъема и получается одна такая шишечка. Вот в верхушку шишечки нырнули и провязали столбик без накида, на этом ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема, раз, два, 3, поворот, далее 2 воздушные петельки по узорчику, раз, два, накид, ныряем сюда же в этот же столбик, так, первый, вытягиваем ниточку, раз, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3. Держим петельки на крючке, накид, ныряем вот в следующую нашу маленькую арочку из 2 воздушных петелек, раз, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Угу. И опять провязываем 4 воздушные петельки, раз, два, 3, 4. И точно так же возвращаемся сначала в эту арочку, пышный столбик, да, набираем петельки и в следующую арочку. То есть, если внимательно посмотреть, то мы сейчас будем повторять точь-в-точь самый первый ряд нашего узорчика. Видите? То есть, сам по себе узорчик это 2 ряда. Вначале пышные столбики, так, потом провязываете столбики без накида. Опять пышные столбики просто смещены, да, в шахматном порядке. И опять столбики получается без накида. Вот, то есть вертикальный раппорт узорчика будет 4 ряда. Раз, два, 3, 4. И опять раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Не сложно, совсем не сложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Да? Уже видно, что получится очень интересно, но еще больше, так скажем, провяжем, посмотрим, что в итоге получится. Для тех, кто умеет разбираться в схемках, схемку прилагаю. Ну, схемка какая есть. Поэтому смотрите, в принципе, она читабельная, сами себя контролируйте. Кто не умеет работать со схемками, посмотрите обязательно. Мы уже с вами провязали и пышные столбики, провязали и воздушные петельки, и столбики без накида. Посмотрите, и вы поймете, что схемки вообще не сложны. То есть вы спокойно сможете по этой схемке дальше вязать. Итак, увеличиваем наш образец на несколько рядочков и встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Совсем не сложно, очень быстро, оригинально в копилочку ваших узорчиков. Вот так вот тянется. Видите, да? Получается узорчик у нас двусторонний. Выбираете любую сторону и, пожалуйста, она у вас лицевая.
туничка ли, палантинчик ли. Возможно, это летние ниточки, это маечки, топики, да. Демисезонные ниточки, это получается снудики, шарфики. Ну да, такие дырявчатые жилеточки, да, кофточки, кардиганчики вряд ли, но как летний вариант, почему бы и нет, да, длинные кардиганчики в пол. Зимняя ниточка, опять также это шарфики, снудики. Пряжа может быть любая. Летняя, демисезонная, зимняя, секционная. Может быть, у вас ряды будут разного цвета, да, это может быть какая-то интересная будет накидушка, либо чехольчик. Если вы сделаете из полиэфирного, полипропиленового шнура, чехол будет, конечно, классный. То есть он будет такой упругий. Ну и как и коврики, да, пробовали коврики вязать. Вот, вот такая красота. Можете перевернуть, как вам будет больше нравиться. Если вязали данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Нам будет интересно, какими ниточками. Если не вязали, подбрасывайте идейки, что можем связать. Мы прочитаем и применим ваши идейки. Итак, давайте замерим. Я, получается, сегодня набирала 31 воздушную петельку. Если, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, то у меня это получается, вот смотрите, 14 сантиметров. Так? И здесь получается наборный ряд, да, у нас. И смотрите, получается одна вот такая вот арочка и столбики. Получается это 2 ряда. Будем считать по арочкам, да? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ну и первый ряд 13. Так, это у нас, смотрите, 12 сантиметров. То есть очень удобно начинать и заканчивать ряд столбиками с накидом. То есть вы можете точно так же, когда закончите изделие, столбики с накидом. Если у вас палантинчик, не забывайте, делаем кромочные столбики, там 5, 10 там, и так далее столбиков, кому как будет интересно, удобно, красиво. Вот. Красота. Я думаю, что красота. Сохраняйте вашу копилочку узорчиков. Возможно, где-то данная идейка будет жить, да? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки и уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраните себе в плейлисты. Бежите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.